Здравствуй, это Сахар, и я хочу вам рассказать одну небольшую историю о том, как я чуть не начала работать на дебила без образования. Или история о том, как я отказалась работать на одного чувака, и он начал мне названивать по утрам с оскорблениями. На всякий случай я вам говорю, этого ничего не было на самом деле, я все это придумала, я звездоболка. Все персонажи вымышлены, и я ни дня в жизни не проработала. Я тупая, у меня нет образования, я сумасшедшая. В общем, я не люблю просто так разговаривать. Я привыкла, что я делаю два дела одновременно, и поэтому я решила не тратить свое время на просто болтовню и еще одновременно накраситься. У меня есть диплом, и в нем написано, что у меня образование дизайнер-преподаватель. Один раз во время пар нам написали в группу, типа, пожалуйста, откликнитесь на вакансию преподавателем в детской художественной школе. И никто не захотел, потому что художка, я никогда там не учился и не буду. Блин, художка — обалденное место. Да, зарплаты маленькие, но главное — работать там, где тебе нравится. И я откликнулась. Меня потом взяли на эту работу, но история о другом месте. Короче, я зашла в учительскую, сказала: окей, вы просили, я пришла, что делать надо? Мне сказали: пожалуйста, откликнись на эту вакансию, скажи, что ты от нас, скажи мое имя, они поймут. И тебя, скорее всего, позовут на собеседование, и объясни им то, что мы пока что тебе ничего не можем отдать, ни твой диплом не можем отдать, ни портфолио, ничего мы тебе дать не можем, просто верьте на слово. Ты заканчиваешь обучение у нас. И я такая: окей, ладушки. Я прошла то собеседование, и мне сказали: а ты шо, на одно только хочешь? Отзовись еще на несколько. Так и быть, ладно. Я отозвалась еще на 2. Один чувачок мне сказал: нам уже не надо, мы тупые. А другой чувак такой: о, ЗБС, я хочу, приходи, пожалуйста, к нам на собеседование. Я такая: окей, хорошо, во сколько? И он мне говорит: ну, под закрытие приходи часов в 5. Никогда не приходила прям под закрытие. Мне кажется, это очень пугающе, потому что я прихожу куда-то, меня зовет какой-то мужик, типа: приходи под закрытие. И я туда приду, меня там убьют, изнасилуют и, не знаю, возьмут в рабство. Так как у меня гребаный бэйби-фейс, расскажу вам еще одну мини-историю. Однажды мне надо было поехать на учебу на такси, я опаздывала. И как бы у таксиста было указано, что он должен отвезти меня в институт. И как только я села, начались очень странные вопросики. Я писец не люблю разговаривать с таксистами, поэтому, пожалуйста, не трогайте меня. Но этот чувачок очень захотел сделать со мной small talk. А я была в наушниках, и таксистов почему-то никогда они не отвлекают. Они со мной разговаривают, а когда понимают, что я их не слушаю, я в наушниках, обижаются на меня и говорят: я вообще-то с тобой всю поездку разговаривал. Я не слышала, не надо было со мной разговаривать. Этот чувачок начал со мной разговаривать, и я, к сожалению, в этот момент не поставила музыку. И он меня спросил, типа: вот сюда тебя везти? И я ему ответила: да, вот сюда. Он понял, что я его слышу, и на протяжении всей поездки он задавал мне тупые вопросы. И я не понимала, а почему он мне задает эти вопросы. Его questions были по типу: ой, а почему ты едешь одна? И я такая: потому что только мне надо на пары, я опаздываю, чувак. И он такой: а как давно? У тебя там что, сестра учится? И я такая: нет, моя сестра давным-давно закончила институт. Куда? А зачем тебе туда? Ты тупой, может быть, ты дедукцию подключишь? Зачем кому-то ехать в институт? Ну, наверное, чтобы учиться? И этот пенис такой: у тебя там сестренка? А кто у тебя? Ты маму будешь ждать? Вот это мама-учительница? Я вообще не понимала, нахрена ему эти вопросы. Это звучало очень-очень крипово, очень странно. В итоге практически в конце поездки он мне такой: а зачем ты тогда туда едешь? Там, не знаю, школа какая-то, подготовишка или что? Я там, сука, учусь. Да? А что, там таких маленьких берут? Я такая: в смысле, твою мать, маленьких? Это институт! А сколько тебе лет? И тут я начинаю понимать, что, скорее всего, он меня спутал с ребенком. И я у него спрашиваю: а сколько вы думаете мне лет? Он смотрит на меня вот в это зеркальце и такой: 10-12. Я была в таком афиге, я была в трифиге. Мне 18. В этот момент он смотрит такими ошарашенными глазами на меня. Звездишь? Нет. Ты прикалываешься? Он молчал всю оставшуюся дорогу. Максимум, что он сказал, это: извините. И все.
Именно по этой причине я решаю, что я должна краситься хотя бы немножко на собеседование, чтобы себя хоть немножко старить. Но они тебе не доверяют, они думают, ты маленькая, ничего не знаешь, тупая писька, и я поэтому вот так вот вынуждена себя обезопасить. В общем, пришла я к этому пенису, причем я приехала даже раньше, по-моему, на 5 минут раньше я приехала, как хороший человек. И я прождала 5 минут. Я подождала еще 5 минут. Допустим, мне надо было приехать туда в 5 часов. В 5:05 я начинаю ему звонить, мол, алло, а вы где? Я как бы жду. И он такой, а что ты мне не позвонила, что ты приехала? Я приехала вовремя, вот жду, вроде бы вот этот кабинет. Он такой, хорошо, сейчас приду. Я ждала его еще 15 минут. Там не было ничего. Чтобы вы понимали, это было в каких-то дворах. Я зашла в какой-то... То ли, это даже торговым центром не назвать, просто какая-то огромная длинная точка, где куча всяких кружков по типу бойцовский клуб, ну типа там, где мальчики дерутся, не знаю, как это называется, в общем, какой-то кружок, где учат мальчиков и девочек драться. В другом месте продают велосипеды, рядом там, допустим, шиномонтажка какая-нибудь. И вот я захожу в это место, поднимаюсь там куда-нибудь, ищу, и там вот эти куча кабинетов, и каждый кабинет, допустим, вот в этом кабинете делают маникюр, вот в этом тебе будут, не знаю, солярий, писька, дерганье какое-нибудь, и посерединке на двери просто написано наклеечка «художка». И я такая, зашибись, наверное, мне туда, я не знаю, ну ладно. В общем, я его дождалась, он выглядел как дурачок. Лет ему было 50, надеюсь. Он был такой воздушный дядька, лысик, в зеленой рубашке, с сумкой вот этой дурацкой старческой. И он мне сказал, ну ты звучала очень молодой. Тебе точно 20? Я не помню, сколько мне было. 21, наверное, мне было. Да, именно столько мне и есть. На всякий случай я даже взяла с собой паспорт. Хорошо, заходим. В итоге он мне там рассказывает про вот эту всю фигню, что он очень любит искусство. Звездопол. И то, что он такой звездатый, решил придумать свой бизнес, хотел зарабатывать на людях, на бедных женщинах. В итоге он сказал, мы на самом деле не художественная школа, мы просто называемся художка. Как можно вообще назвать художественную школу художкой? Это писец оскорбляет меня. Вот прикиньте, как только кто-то называет художественную школу художкой, я сразу чувствую, что мое достоинство задевают и пытаются меня занизить до уровня проститутки какой-то. Я преподаватель в художественной школе, а не в художке, как будто бы, знаете, с говном сразу смешали. Окей, допустим, очень странное название, но да ладно. И он мне такой, у меня вообще нет образования художественного. Нахрена ты тогда сделал ее? Блин! Этот перец мне начинает затирать. Я показал твои работы нашему преподавателю. Она сказала, что ты норм. Давайте я к ней подойду, поболтаю. Зачем я хотела подойти к ней поболтать? Я хотела у нее спросить, а что там как вы работаете, а есть ли у вас пособие, потому что я у него спрашиваю, и он не может мне на это ответить. Он такой, что надо, дам? Деньги? Ну, сколько наработаешь, столько наработаешь. И я такая, в смысле, сколько наработаешь? Сколько уроков проведешь, столько и заработаешь. И я такая, окей, хорошо, ну, понятно. То есть я сама себе придумываю мое расписание. Мы не государственная школа, как я уже заметила. Поэтому ты оформляешься как самозанятая, и ты как будто бы на нас не работаешь. И не надо на меня так смотреть, все тут так работают. Ты как будто бы ИП, окей? И я такая, зашибись, ты придумал. Можно, пожалуйста, я поговорю уже с ней? Ой, а что ты молчишь? Ты стесняешься? А как ты тогда будешь с детьми разговаривать? И я сижу ему отвечаю, ну, вообще-то я, наверное, вас должна сначала послушать. Какая у вас зарплата? Расскажите там, допустим, про ваше заведение. Как давно вы открылись? А есть ли какой-нибудь рост? А как расписание у вас работает? А больничные у вас оплачиваются? Какая вилка у вас заработная? Ну, то есть я задаю обычные вопросы, и он мне такой... Давай я тебя отправлю. Я такая, окей, только почему-то директор не может мне объяснить ничего и отправляет меня в итоге к преподавателю. Я такая, окей, классно, хорошо, я поговорю с ней. Я должна была выйти из кабинета, на котором написано художка, подняться на 3-й этаж, нет, по-моему, на 2-й этаж, подняться на 2-й этаж, найти другой кабинет, где сидела вот эта бедная женщина. И основной диалог произошел именно с ней. Она там сидела одна, никого там не было. Не было детей,
Не было звуков штриховки по листу бумаги. Я не слышала, как люди моют кисточку в стаканчике. Я не слышала ничего. Была пустота. Была только она, грустно смотрящая в окошко. Первый очень грустный звоночек. Она выглядела, как будто бы ей 45, но она была такая уставшая и расстроенная, что как будто бы 50. Сначала было все нормально, но потом я начала понимать, что ей становится меня жалко, и ей себя жалко, и она начинает немножко мне открываться, потому что мы с ней одни в кабинете, никого нет, этот дядька внизу, и как бы все. Она убрала столы, вытерла все, садится со мной и рассказывает. Этот дядька директор изначально насмотрелся всяких, не могу вспомнить слово, короче, типа кружков, где люди покупают билеты на посещение, и в течение одного дня они учатся там, допустим, лепить там что-нибудь, или за один урок они все нарисуют какой-нибудь очень простой вот пейзажик. То есть ты пришел, заплатил деньги и сразу же в этот день закончил одну работу. Я забыла слово, скорее всего, если я его вспомню, оно называется вот так. Он насмотрелся таких вот кружков, и он в это влюбился и захотел, чтобы у него было точно так же, чтобы люди платили денежки за посещение какого-то кружка и обучался таким образом. Но только в этом нет сути художки. В общем, по сути, это обман гребаный. Это нифига не детская художественная школа, не художка. Это просто какой-то... Это не кружок даже. Это бесполезная фигня. Единственное, что там было от художки, это преподаватель. И на преподавателя складывалась вся абсолютно задача. Преподаватель должен был убираться. Она мыла полы, она мыла мольберты, она мыла столы. Если кто-то что-то испачкает, не ребенок это убирает преподаватель. С хрена ли преподаватель должен убирать за ребенком? Ребенок испачкал мольберт, ребенок в конце занятия убирает этот мольберт. И она сказала, к нам приходит уборщица, типа по надобности. Он заказывает уборщицу, которая уберет ваш кабинет, там, допустим, один раз в неделю, или там, допустим, один раз в 2 недели она приходит и убирает. Ну все. Мы не выдаем дипломы за окончание. Мы даем типа грамотки, ля-ля-ля, типа ты закончил, молодец. Как приходят дети? Допустим, сначала ребенку нужно объяснить, что такое вообще форма, потом, что такое объем, как правильно строить, а потом все сложнее, сложнее, сложнее. Как в игре ты проходишь сначала обучение, потом уровень, потом более сложный уровень и еще более сложный уровень. И в конце он должен нарисовать человечка, допустим. Или черепочек. Но этот дядька решил, что ребенок приходит и говорит, я хочу рисовать, допустим, машинки. Очень люблю рисовать машинки. И преподаватель ему такая, держи, мальчик, вот тебе книжка с пособиями распечатанных работ с интернета, машинки. И она должна ему будет объяснять, как рисовать машинку. Другой человек пока говорит, я хочу, допустим, учиться рисовать пейзажи. И она ему учит другого чувака рисовать пейзажи. Но при этом в этом же кабинете, в эту же секунду находится другой ребенок, который хочет рисовать машинки. Потом приходит третий человек, допустим, какая-нибудь девочка. И эта девочка говорит, я хочу рисовать аниме. Я анимешница, люблю смотреть Наруто. Някавай, пожалуйста, научите меня рисовать аниме девочек. И преподаватель такая, вот тебе пособие, причем она показывала мне эти пособия, это самые ублюдочные пособия по рисованию аниме. Это те самые старые аниме девочки с огромными глазами, с ртами сбоку, где анатомия писец хромает, и она должна объяснить ей, как правильно рисовать аниме. И там отвратительные были пособия, просто омерзительные. И я вижу по ней, что она, скорее всего, училась в художественной школе или, допустим, закончила какой-нибудь институт, и она академ учила, то есть она именно рисовать живописно, рисовать людей, анатомию знать. Она, скорее всего, когда училась, рисовала кости, анатомию проходила, выучивала все эти мышцы, части черепа, как нас заставляли учить. Гораздо легче обучить всех детей одному, чем за час научить 10 или 15 детей, потому что может прийти один ребенок, то есть ребенок покупает некий абонемент, и он приходит в этот месяц столько, сколько он хочет, в любое время, когда он захочет. То есть, допустим, пришел один ребенок,
а может прийти на 1 час 10 детей. И все эти 10 детей хотят научиться разному. И ты должен одновременно обучить всех детей равноценно. Было бы, конечно, логичнее, если бы мы такие: а вот сегодня, вот у вас абонементик, если вы хотите научиться рисовать машинки, приходите вот в такое-то время. Я научилась рисовать машинки. Вот завтра, допустим, у нас будет курс по рисованию аниме. Вот, мы будем с вами учиться по, допустим, по фильмам Хаяо Миядзаки, как будет в стиле Хаяо Миядзаки будем рисовать. Вот кто захочет, придет. А сегодня мы рисуем натюрмортики. Приходите рисовать натюрмортик. И вот сколько детей захотели прийти на вот этот вот, он и приходит. Но нет, он захотел именно вот так вот. И ты должен разорваться и обучать детей разному в одно и то же время. Это просто невозможно, нереально. Но он так хотел. И чем дольше мне объясняла эта женщина вот эту вот фигню, тем больше я понимала, что это бред собачий. И больше всего я охреневаю с того, что она мне говорит в конце. Вот у нас есть этот абонемент, вот этот директор получает, всю сумму с этого абонемента. То есть они могут заплатить 1000 и не прийти вообще ни разу, а могут прийти хоть весь день, 24 часа, каждый день могут приходить, и все это время ты должен уделять этому времени ребенку. То есть как захочет ребенок сам. Но зарплата начисляется по-другому. Во-первых, ты гребаный ИПшник, это раз. А во-вторых, когда ты приходишь, тебе никто платить за твое время не будет. То есть представьте, вы приходите на работу, у вас нет клиентов, никто не пришел. Допустим, в тот день, когда я пришла, когда у меня было это собеседование, была осень, была восхитительная погода, было очень тепло, было солнышко, и я видела, как все детки гуляют, как они развлекаются, они ходят по улице, но погода охренительная, и я вижу много детей, и я такая: ой, как мило, столько деток. Вот в такую погоду ни на какое собеседование не хочется, никуда не хочется. И я была права, потому что никто не пришел на занятия. И эта женщина такая: вот я сегодня весь день сижу, допустим, 5 часов я тут просидела, ко мне никто не пришел. Но я звонила детям, они сказали, что не придут. И я понимаю, погода такая хорошая, я бы тоже пошла погулять. Но вот получается, что я вот эти вот 5 часов просидела, и мне не дадут за это деньги. Он мне не заплатит. Но я же никого не обучила, я свою работу не выполнила. И зарплату я сегодня не получу. Вот так часто бывает. И вот так вот тяжело, потому что разброс полный, расписания точного нет. Поэтому вот так вот получается. Сегодня я ничего не получу. И я такая: вау, то есть тебе не заплатят? И она такая: да. Но ты же тут сидела, ты же, вы хоть как-нибудь, вы что-нибудь делаете хотя бы? Я такая: а что поделать? Я такая: допустим, взяли бы пряжу повязать. То есть я сразу представляю, я-то не закончила еще обучение. Пока у меня не будет детей, я буду, парами позанимаюсь. Я-то найду себе, что делать. Мне сейчас это будет норм, потому что мне надо будет подготовиться к каким-нибудь экзаменам. Пока у меня не будет детей, я начну диплом писать. В среднем зарплата какая? Когда как? Допустим, в этот месяц я заработаю примерно 500 рублей, а в следующем месяце вроде должно быть похолодание, и, допустим, деток придет побольше, может быть, и 5 или 6 тысяч мне заплатят. И я такая: вау, какой он обнаглевший хрюндель. Я прихожу домой, рассказываю об этом медвежонку. Медвежонок тоже в афиге. Он говорит: писец, это такой он обнаглевший. Когда я отзывалась, я думала, это художественная школа, а не бред собачий. В итоге мы решили почитать с ним отзывы на это место, потому что это место есть в Тугис. И там оценки очень низкие. И жалуются в основном на преподавателей. Допустим, пришел мой ребенок, и ему не успели дать образование. То есть он просто пришел, в уголочек сел, не хочет, чтобы его трогали. Как мне преподавательница это объяснила? Допустим, приходит ребенок, у него нет настроения, она подходит к нему и спрашивает: ты хочешь, чтобы я тебе сегодня что-нибудь объясняла? И ребенок говорит: нет, у меня нет настроения, я просто приду порисую тут у вас, хорошо? И она такая: хорошо, без проблем. А приходит другой ребенок, и он такой: объясняйте мне
Вот это вот все. Задает кучу вопросов. Естественно, он же заплатил за абонемент и хочет, чтобы его вложенные деньги работали на него. И она будет уделять время тому, кто попросил ее время. А тот, кто сказал, пожалуйста, не трогайте меня, она его трогать и не будет. Потому что она уважает личное пространство ребенка. Но в отзывах было написано вот так. Это не художественная школа, это какой-то кружок по интересам. Моя там, допустим, дитятка ничему не научилась, ей абсолютно не давали внимания. Могут прийти и взрослые, и дети, нет распределения по возрасту. Могут прийти люди любого возраста, хоть 20, хоть 10. Ученикам не дают равное количество знаний, за что я плачу деньги. Или, допустим, я когда записывался, мне объяснили, что я смогу, допустим, за один день рисовать пейзаж. В итоге я этот пейзаж нарисовал, но я ничего не понял. Я не понял, как я это сделал. Я просто повторял за преподавателем, и все. Но в будущем, если мне скажут нарисовать пейзаж, и я не пойму, как это сделать, происходит слишком много всего, и преподаватель всего лишь один. А директор заставляет его это все делать. Ему пытаешься объяснить, это так не работает, это не художественная школа, это бред собачий. И он такой, а я хочу, чтобы так работало. В итоге я вот это вот все читаю, и у меня все складывается, и я понимаю, что это не то, где я хочу работать, это очень странно, и последней каплей у меня было вот эти вот отзывы. Чувак использует своих работников как хочет. Я решаю отказаться. Кстати, небольшое дополнение, пока я там сидела, я очень долго разговаривала с этой женщиной. Вот прикиньте, весь день ты сидишь, ждешь своих учеников, а потом оказывается, что никто из них не придет. Ты был готов работать, общаться с детьми, объяснять им материал, который она даже не знает. То есть она не знает, как, допустим, рисовать аниме. У нее академическое образование, а ее директор заставляет обучать этому детей. Типа, ты же умеешь рисовать, значит, ты это сможешь нарисовать. Придурок. И пока мы с ней там долго разговаривали, пришел другой мальчик. Он закончил то же самое учреждение, что и я. У него точно такое же образование, как и у меня. И он захотел со мной познакомиться. Этот мальчик сидел и ждал меня. Я думала, что он ждет ее, потому что он стоял с журналом, а эта женщина ему несколько раз сказала, типа, положи его туда. И он такой, да-да-да. Ну, то есть я ему понравилась, я так предполагаю. И он очень хотел, чтобы я тоже там работала. А я уже понимаю, что, ну, блин, очень странно. И он меня прям зазывает по типу, ну, давай, это ж как дополнительная подработочка. Ну, да, но ты можешь, пока нет детей, да, это все правда, то, что тебе не заплатят, но у тебя же есть дела свои всякие, ты можешь, допустим, ко мне приходить, мы поболтаем там, допустим, вместе. В общем, я была не уверена, я ему сразу сказала, что я там, допустим, работать, скорее всего, не буду. Но он меня все равно хотел очень добавить уже вот этот в общую группу преподавателей, в беседу какую-то. Короче, он прям уже был готов рвать и терзать, чтобы я там работала, и чтобы у него был какой-то, не знаю, дружочек, с кем он сможет поболтать, потому что он был очень молодой, ну, допустим, лет ему было 24, не знаю, допустим, вот столько ему было. Если вы представляете его как самца-молодца, лучше не надо, он симпатяга, выше меня, может быть, 1,60 м с кепкой, вот такой вот приятный мальчик, очень вежливый, довел меня практически до дома и позвездовал дальше домой, куда он там хотел. Он мне вот это вот настаивал, чтобы я там пошла работать. И я такая, ну, может быть, нет. И он такой, да давай, да это ж так просто, господи. Да, это все просто, эта схема действительно работает, когда ты учишь детей рисовать на ноутбуке, когда ты действительно преподаешь графический дизайн. Один чувак захотел нарисовать машинку, другой захотел нарисовать, допустим, аниме-девочку, и ты объясняешь просто, какие инструменты в программе ему понадобятся, чтобы это нарисовать. А в реальности, в живописи, ты не сможешь ему это объяснить, потому что один чувак захочет, а я хочу рисовать
карандашами цветными. И ты такой, хорошо, будешь объяснять ему про твердость, мягкость материала. Другой скажет, я хочу рисовать гуашью. Ты начнешь ему объяснять, что в гуаше очень важна плотность краски. Третий скажет, я хочу рисовать акварелью. И ты будешь ему объяснять, что в этом материале нужна воздушность и нужно использовать много воды. Ты будешь путаться между этими детьми, очень много информации. А в графическом дизайне у тебя ты ограничен хотя бы одной программой. Хотя бы так. Пришел какая-нибудь взрослая женщина такая, хочу нарисовать портрет своей матери маслом, и ты будешь ей объяснять, что есть растворители, есть такое масло, есть акрил, куча материалов, куча желаний, куча детей, куча людей. Как ты разорвешься, твою мать? Вот что бывает, когда директор не имеет гребаного образования. Как можно начать бизнес, в котором ты не разбираешься? В итоге, пока этот мальчик провожал меня до дома, он меня так и быть уговорил. Когда я сказала, давайте я попробую, этот хрен мне такой, хорошо, тогда я даю ей выходной, и ты выходишь завтра же. Но я подумала, окей, только потому, что завтра было воскресенье. А я-то еще в этот момент параллельно обучаюсь, и мне надо на пары. Но как только медвежонок приходит с работы, и я узнаю вот эти отзывы, и я обсуждаю вот это вот все своими родителями, потому что тот дядька хотел ответ сразу же. И в тот момент я была в принципе согласна, ладно, я была с этим смириться готова. Но я думала, ну пока я ИП сделаю, пока там, не знаю, мне ж надо, допустим, медкнижку какую-нибудь сделать. Не знаю, что-нибудь. Я не помню, делала я медкнижку или нет. Но я сдавала какие-то прям анализы, но я не помню, что я там сдавала. И я ходила там, да, и меня психолог и невролог, короче, меня прям осмотрели, что я адекватная, кучу надо было везде ходить и ехать, ой, это было так затратно. Мы посмотрели отзывы, и мой голос разово включился. Дедок не знает, что он хочет, и люди страдают из-за него, преподаватели страдают, и люди жалуются за то, что он сам не знает, что он хочет от этой жизни. Он забивает на это болт и говорит, нет, вы все равно будете работать в тех условиях, которые я хочу вам дать. И я понимаю, что, оценка в 2 звезды, наверное, что-то должна-то значить. Я вспоминаю это печальное лицо той преподавательницы. Я ему пишу, мол, здравствуйте, обдумала все еще раз, тоси-боси, почитала всякие отзывы, и я решила, что я, наверное, откажусь. Мне дискомфортно, у меня еще пары, а вы хотите, чтобы я так сразу вышла. Очень это все странно. Есть предложение для меня получше. И я, наверное, все-таки откажусь. Спасибо за такую возможность. Бла-бла-бла. Я не приду. Спасибо большое. Он прочитал, проигнорировал. Он мне написал, типа, я понял, я услышал. Я выдыхаю, такая, фух, все закончилось, слава богу. Но, оказывается, нет. Я встаю в 10 утра, медвежонок собирается там куда-то на работу, по-моему, он собирается, или куда-то там. И тут мне начинает названивать этот перец. В итоге я беру трубку, и на меня валится говно. С хрена ли ты отказалась у меня работать? Я ему еще раз объясняю, мол, здравствуйте, я еще раз все это продумала. Я услышала вас, посмотрела ваше место. Мне не нравится вообще вот это вот все. И мне кажется, я не справлюсь с этим, я не смогу вам дать то, что вы хотите. Меня немножко не устраивает заработная плата. Я посмотрела отзывы, я узнала больше о том, как вы работаете. И я не справлюсь, это не моя схема. Я, пожалуй, откажусь. И он начинает на меня орать. Ты что, не умеешь думать? У тебя нет своей головы на плечах? Ты послушала других и решила отказаться? Чувак реально сумасшедший. Причем тут мнение чужих людей? У меня же было время отказаться. Почему вы так рьяно принимаете отказ? Я могу поменять мнение, я же человек. И кроме того, вы просили меня написать сразу же, как только я поговорю с преподавателем. И на тот момент я действительно была, в принципе, готова согласиться. Но потом, когда вы мне дали время все это обдумать, я смогла побольше узнать об вашей организации.
И тогда у меня наконец-то сложилось мнение, и я решила, что я не хочу так работать, не хочу работать в таких условиях. Ребенок как губка все всасывает, и он должен использовать вот это свое время и использовать свой чистый холст для того, чтобы его заполнить так, как он хочет. А я с вот таким вот разбросанным графиком, разбросанными желаниями детей просто не смогу им дать то, что они заслуживают. Я пытаюсь ему это все объяснить, и он постоянно перебивает меня и толкует все равно одно и то же. Что я тупая, что я наслушалась других тупых людей, что я стадо, что я тупая овца. Медвежонок все это время сидит рядом и слышит это все. И я просто в афиге, у меня дар речи потерялся. И я пришла на собеседование, это не ты меня выбирал, это я тебя выбирала. И я решила, что ты мне не подходишь, что я не хочу у тебя работать. Если ты так рьяно реагируешь на отказ, то это еще больше подталкивает меня отказаться и не работать у такого дебила, как ты. Блин, какой-то у него... Я что, эго его задела? Или мечту разрушила? Ну, то есть такая грязь на мне посыпалась из-за того, что я отказала ему. Это выглядело так, как будто бы, я не знаю, мать его побила. Реально. Твои методы абсурдные, это не норма. Я хотела работать в детской художественной школе. Я не хотела работать клоуном, сука, по вызову. Заплатишь ты мне за день работы или нет? Откуда я, знаю? Я должна работать в неизвестности из-за тебя. Он реально звучал так, как будто бы он обиделся на меня. Он хотел меня задеть очень сильно. Он меня оскорблял, это было просто неадекватно. Я ему сказала, удачи найти кого-нибудь, кто согласится работать на таких условиях и будет терпеть ваше унижение, но я только подкрепила свое мнение о вас и о вашей художке. Я на вас работать не буду, ты неадекват. Я сбросила трубку, я добавила его в ЧС, а потом на всякий случай еще написала, у меня, по-моему, до сих пор на телефоне лежит вот эта вот записка, типа «чокнутый хотел взять меня на работу», что-то типа того. Ну и я была, собственно говоря, права, когда я сказала, что, лучше схожу на одно собеседование и пофиг, в итоге меня взяли на эту работу. И это была настоящая работа. Я работала на государство, у меня была официальная зарплата, это была государственная школа, это было волшебно. Если вы такой же бизнесмен, вы чокнутый, пожалуйста, пройдите гребаное лечение. Или если вы родитель, или если вы ребенок, и вы хотите и нашли примерно такое же место, большой нет, red flag, машу вам вот так вот по лицу. Очнитесь, не надо туда идти. Это бред, а не место для работы. Детские художественные школы, по-моему, даже бесплатные. Ну, по крайней мере, у меня не было, что в одной, что в другой была, не было такого, чтобы дети приходили и платили деньги. Нет, они приходили туда за образованием. Видите разницу? В то место дети платили деньги и не приходили, а в адекватном государственном учреждении дети не платили, они туда ходили бесплатно за счет государства, но приходили на занятия. Они могли опоздать, да, потому что, допустим, школа у них была, или там еще какие-нибудь занятия. Но они туда приходили, и они знали, что туда идут за образованием, чтобы обучиться чему-то, чтобы социализироваться, чтобы быть разносторонними, а не для того, чтобы получить ни хрена. В общем, вот такая вот история у меня была для вас сегодня. Мне аж прям спокойнее стало. Я как будто бы груз с души вот так вот выбросила. Нажаловалась все-таки кому-нибудь, нажаловалась. У меня так много всяких историй, которые гложат мою душу. Может быть, я еще что-нибудь когда-нибудь вам расскажу. Но не сегодня. В общем, спасибо и вот.